Итак, мы наконец-то добрались до Плотска, одного из самых старинных и красивых городов Польши. И сегодня в нашем видео мы вам покажем Кафедральный собор Плотска. Это один из старейших соборов Польши. Здесь покоятся польские короли, а с холма открывается потрясающий вид на Вислу. Также Плотский замок мазовецких князей, старинный замок, некогда резиденция мазовецких князей. Еще мы вам покажем старейшую школу в Польше и одну из старейших в Европе – школу имени маршалка Станислава Малаховского. Еще вы увидите костел Мариавитов, очень необычный храм, огромный, в неоготическом стиле. Это главный собор Мариавитской церкви, редкого религиозного движения, которое зародилось именно в Польше в начале 20 века. Погуляем вместе с вами по Тумскому холму, где и начинался Плотск. А также прогуляемся по городским улочкам и набережной над Вислой, где увидим памятник Болеславу III Кривоустому. Это король, который сделал Плотск столицей. И еще мы заглянем с вами в Млечный бар и попробуем вареники со шпинатом, пироги со шпинатом. Впервые в жизни будем пробовать. Ну, пойдемте вместе с нами, будет интересно. А вы знаете, что с 1079 по 1138 год, во время правления польских королей Владислава I Германа и Болеслава III Кривоустова, Плотск был столицей Польши. И полное церемониальное название Плотска, согласно преамбуле к городскому уставу, звучит как столичный княжеский город Плотск. Это название используется в церемониальных документах, а также в целях сохранения старой традиции. Вот этот вот соборный холм с Плотским замком и католическим собором, в котором, кстати, находятся саркофаги ряда польских монархов, занесен в список исторических памятников Польши. То есть представляете, какая богатая история у этого города. Археологические раскопки показали, что Плотск был основан в конце X века. И считается, что название города происходит от слова «ограды», то есть по-польски «плоты». А вот мы сейчас проходим вообще к великолепному памятнику культуры, истории. Это замок мазовецких князей в Плотске. Построен как готический замок, и построили его во времена Казимира III Великого. И этот замок был резиденцией князя Мазовецкого до XV века. Говорят, основан он был в XI веке в качестве такой деревянной крепости, которая была защищена стенами и плотинами, где впоследствии зародилась небольшая каменная крепость. И в будущем, вот видите, она изменилась вот до такого вот шикарного архитектурного сооружения, уже кирпичного. На это, конечно, надо гораздо больше времени, чем у нас есть, чтобы все это посмотреть. Это Плотский собор, также называется собор Пресвятой Девы Марии Мазовецкой. Это римско-католический храм. Этот храм является наиболее важным историческим памятником в городе. Очень красиво. Именно здесь, в Королевской часовне под Северной башней, находится саркофаг с останками польских правителей Владислава Германа и Болеслава III Кривоустова. А в склепе под часовней останки еще 15 мазовецких князей. Это важное историческое место. Какая вот красота. Здание отреставрировали и оставили показать вот эту вот кладку, которая была здесь изначально. Наверное, дверь была. Да. Вот. Арка, да? Такие Ага. арочные окна, арочный вход такой. Вот так это выглядело. А, вот с этой стороны, посмотри, как красиво. Маленькая дверь такая в подвальчик. Плотск служит резиденцией римско-католической епархии Плотск, одной из старейших епархий Польши, а также является всемирной штаб-квартирой Мариавитской церкви, которую мы обязательно с вами увидим сегодня. В Плотске также находится средняя школа маршала Станислава Малаховского, старейшая школа в Польше и одна из старейших в Центральной Европе. Ее мы тоже с вами увидим. А это мы с вами пришли на центральную площадь
Плотске. Здесь обычно проходят все праздники, ярмарки. И обычно очень многолюдно. Но сегодня, вот видите, мы находимся в такое время, что людей практически нет. Здесь вот главный Ужонт Мяста и другие государственные учреждения. Домики тоже все разные, разноцветные. Львы прямо на входе. Видел? Смотри, львы Да? на входе. Ой, до Да. сих пор пеларгония такая красивая на балконах. Посмотрите, здорово как. На этой площади проходят рождественские ярмарки, концерты и всякие другие мероприятия. Фонтан, к сожалению, уже отключили. Ну, здесь праздники, здесь очень много людей. И качели детские, и кафе, и, в общем, все, что хотите. Так что это самая такая посещаемая площадь. Праздники. Вот работают ресторанчики на этой площади. Ну, еще рано, еще не вечер, еще народ сюда не собрался. И тоже так они оформили хорошо. С летними площадками. Да. Всякими травами оформили, вереском. Да, уже прям похоже, что вот-вот уже начнутся рождественские праздники. А вот реставрируют, очевидно, здание. Угу. Старое. А балкон какой, боже мой, посмотри, кованый, да? Да. Как это называется? Литой, чугунный. И двери такие старые остались, аутентичные. Посмотрите, какие двери. Где вы еще такие двери найдете? С таким художественным оформлением. Много тут, Тоже да, заброшенный. много зданий таких, которые уже... А вон рисунок внутри, смотри. А, вон тот Ага. внизу, Это не видите? Бэнкси? Сейчас он нарисовал. Наверное, у него побольше были. Наверное. Да, вот Уже смотрите. очень старенькая, рамы вообще Я сгнили думал, наверху. голуби слепленные, они там сидят. Ага, голуби сидят, смотри, не Да. живые. Да, и это здание тоже, смотри, тоже заброшенное. Ну да. Но его как бы реставрировали, но видно. Не так. А вот это вот, наверное, старый был Ужонт. Не знаю, Ну, похоже. интересно. Вот, они его, кстати, реставрируют. Сверху посмотри. Да, вижу, достраивают Да, там. уже строили. Ага. А вот уже оформляют магазины Была бабка, по-осеннему. рыбка у бабки, а теперь бабка сама. Тут есть такие тоже интересные заведения. Вот мы сейчас вам, кстати, покажем. Будем идти. И вот смотрите, вот у нас с левой стороны Лазенки, городские бани. Посмотрите, вот городские бани. Да? И душ есть, и туалет. У нас тут единственное кафе спасало. Да. Ну, наверное, Там здесь оно и есть работало. гофра. Или нет? Гофры нет здесь. Идем дальше. Ale jest podobno nie wolno nic, czego on nie tak. Это такая улица, на которой больше всего. Наверное, в каждом помещении здесь есть кафе, бар. На Рождество, когда все было везде закрыто, здесь было все открыто. А вот посмотрите. Остановись. Посмотрите, вот еще одно интересное заведение, вот под таким названием. Министерство селедки и водки. Ха-ха, Смотрите. действительно. И вон написано, что вы можете здесь. Да. Даже есть интернетовский адрес. И вот где вы еще видели вот такое вот заведение, как вот это вот министерство. А вот еще одно очень интересное название. Пияльня водки и пива. Видите? Запрошаем. Питейная водки и пива. А что тут у них есть?
Ну тут вот пиво и все остальное, что к нему относится. Вы знаете, мне кажется, что нам еще ни разу не встречалось столько питейных заведений в одном городе. На одной улице, вернее. Ну да. Это вот центр города, и здесь все административные здания, вот здесь, смотрите. Тут карта даже есть, видите. Можно определить, где вы сейчас находитесь и куда вам бежать. Да, тут здания такие старинные. Ну, очень красиво. Не были тронуты Второй мировой войной. Тут в Варшаве. Смотрите, какие дома. Там люди живут. Есть, конечно, отреставрированные, очень красивые, да? Нам надо вниз. Вниз у нас здесь. С той стороны уже Висла. Такие здесь зеленые зоны, скверы такие, да? Много зелени очень. Зеленый город красивый. Мы с вами едем по набережной. Вот такие здесь вот тоже есть старинные дома, смотрите. И вот такая вот красивая набережная. Просто прогулочная зона здесь просто чудо. Они и пирс сделали такой большой-большой пирс с левой стороны. Там и ведет он к кафе. Правда, ассортимент в кафе нам совершенно не понравился, но сам факт. Вон, видите, этот мост идет к тому кафе. Но мы будем гулять, вам покажем ближе. А вот этот холм огромный, там наверху холма костел. Да. Людей практически Замковые строения. Будем день. Да, сейчас обед. Только люди с работы скоро будут начинать возвращаться. Пока еще нет никого. Концертный какой-то этот Ну большой. да. Комплекс концерт. Открыт. Ну, это лучше сверху показать. Яхточки стоят, катерки. Вообще очень приятный такой городок. И они здорово освоили территорию рядом с Вислой, которая вот эта вот зона набережная и так далее. И здорово это, конечно. Ну вот, посмотрите, мы поднялись наверх. Стоянка там, где стоят машины. Мы там только что были, а сейчас вот мы с вами наверху, уже в самом городе. И посмотрите, какая красота. На какой высоте? На какой высоте, во-первых, представляете, расположен город. А во-вторых, посмотрите, как красиво. Чуть-чуть прикрою так И пристань вот есть с яхтами. И вот это кафе, о котором я вам говорила, по мосту, прогулочная зона. Смотрите, здорово же, правда? И вот тут прогулочная зона, посмотрите, аж вон куда, аж фонари, дорожки, озеро тоже есть с той стороны. И по низу, и поверху. Да, то есть И вообще посередине, да? отличная просто зона у них возле берега получилась, правда? Да. Ладно, поехали дальше.
Вот, посмотрите, как отсюда здорово выглядит этот костел. А вот одно из самых старых учебных заведений не только в Польше, но и во всей Европе. Посмотрите, вот эта вот самая старейшая школа находится в Плотске. Это школа маршалка Станислава Малаховского, или, как часто ее называют, Малаховянка. Ее история начинается еще в 1180 году. Вы представляете? Посмотрите, в этом году, в июне месяце, эта школа отмечала 845 лет со своего основания. Представляете, сколько поколений прошло через эти стены за 8 веков? На протяжении многих веков в этой школе учились только мальчики. И вот только в феврале 1945 года в этой школе стали учиться и первые девочки. Глядя на это здание, понимаешь, Польша умеет бережно хранить свою культуру и образование. Что интересно, среди выпускников Малаховянки были, в частности, учитель детей Адама Мицкевича, Иероним Наполеон Боньковский, президент Второй Речи Посполитой и профессор Львовской политехники Игнатий Мостыцкий и многие другие известные люди, писатели, журналисты, путешественники и даже первый премьер-министр Третьей Речи Посполитой Тадеуш Мазовецкий. И вот смотрите, наряду вот с такими старенькими домиками, которые уже закрыты, ну, может быть реставрация, а может быть их будут просто сносить, рядом с ними находится вот такой вот, мы подходим к нему, посмотрите, вот такой вот собор. Костел. Ну, костел, может быть и костел, я не знаю, как он правильно называется. Я посмотрю и вам точно напишу, что это именно. Ну, очень интересная архитектура, посмотрите. Окна какие, арки над окнами. В 1902 году Феликса Козловская приобрела небольшую усадьбу в Плотске, на месте которой в 1911-1914 годах было построено данное здание. Вот это вот красивейшее здание. Проект здания был разработан в стиле неоготики. Костел Мариавитов. Католических Мариавитов, 1911-14 год. Представляете, вот это здание 1911 года. А вон, посмотри, двор тоже, конечно, они требуют уже все ремонта. Но вот гляньте, какой вход вот в то здание, посмотри. Вокруг вот этого вот здания центрального находятся другие церковные здания, вот мы их видим, образующие общий комплекс. Монастырь, семинария, сады, дома мирян и другие постройки. Смотрите, и он действующий, видите? Как из фильма просто. Да? Гарри Поттер. Три мушкетера. Три мушкетера, как будто, да. Гарри Поттер. Нет. Гарри Поттер. Кому что? Молодому поколению Гарри Поттер, А нам три мушкетера. а нам три мушкетера, да. Вы посмотрите, какие Причем первый фильм. какие очень красивые колонны, такие архитектура просто необыкновенная. Посмотрите, как А красиво. он это действует. А посмотри наверх, Володя. Посмотри. Вон там. Ангелы вокруг на крыше. Где? Очень красиво. Ну, это чудо. Мы с той стороны сейчас все-таки покажем, там будет лучше видно. Даже такие же остались на третьих. Умели раньше строить. Вы посмотрите, а какая красота. А там какая лестница наверх. Да? Ну. Ой, какая красивая. Там прямо очень красиво. Розы высадили. Много туек. Какая красивая архитектура. Боже мой. Какой красивый костел. Просто необыкновенный. И там выставлены фотографии. Очень красиво. А вон, смотри, какие ступеньки направо идут, посмотри.
Было бы очень интересно увидеть, конечно, какие залы там внутри. Если снаружи такая красота, то что же внутри, правда? Во время Первой мировой войны в монастыре расположился госпиталь для раненых, а после войны там же был организован детский сад. Во время немецкой оккупации собор хоть и функционировал, но была уничтожена богатая монастырская библиотека. Вот такое вот это интересное здание. Это центральная улица Плотска. А вот это, смотрите, кинотеатр такой интересный. Фонтан еще даже не отключили, еще работает. Интересно, а в Варшаве уже отключили фонтаны? Кто там был в прошлые выходные? Расскажите, работают еще фонтаны? Людей совсем нет. А это такой осенний декор. Наверное, цветочный магазин или что это? Сухоцветы, верески и тыквы. Нет, это кафе так оформили. А вот жители Плотска, расскажите нам, пожалуйста, это же, да, это же очевидно в память о ком-то. А, это, кстати, мотоцикл с наградой, крест. Это памятник Марцелине Ростишевской. Извините, если я не совсем верно произнесла фамилию. Я напишу обязательно правильное написание. Это памятник учительнице и общественной деятельнице, которую сам маршал Пилсудский наградил крестом храбрости за заслуги при обороне города в 1920 году. Вот такая это знаменитая женщина. А вот посмотрите, магазин уже готовится к Хэллоуину. Ага. Вот таких вот поставили страшилок. И в окнах, посмотри, вон мухоморы. Да, никто бы не додумался, что это магазин оптики. Ну да. Это магазин оптики, кстати, был. Что, ну это мы с центральной улицы решили зайти и посмотреть в подворотню. Посмотрим, там такая корова, смотрите, стоит. Так что очень интересно, что там. А О, эта корова кошара. нужна самому. Сейчас посмотрим. Котик. Котики такие нарисованные везде. Ага. Котики, да. Вот такая-то подворотня. Бар Вот Млечный. так, Может, он с другой да. стороны открыт. Запрошаем. Смотрите, друзья, вот мы зашли в бар Млечный. Это очень известная такая история, очень известные места питания, да, в Польше с невысокими ценами и с таким большим ассортиментом довольно-таки, и демократичные цены. И сейчас вот время, наверное, часа 2 дня. И вот видите, есть люди, не скажешь, что это люди, так сказать, малоимущие, здесь разные, и студенты, и, в общем, просто как обычная столовая, можно так сказать. Это похоже на столовую, да? Да, вот мы сейчас заплатили на 64 злотых. Да, мы сейчас сделали заказ на 64 злотых, и сейчас вместе с вами посмотрим, что на эту цену предлагают вот в баре Млечном в Плотске. Ну, такое помещение очень интересное. Посмотрите, оформлено вот такими вот плакаты. Как это правильно назвать? Вот так и называть плакаты, картины с плакатами сделаны. Да, и такие в старом стиле, в таком, да? Вот стена такая, фотообоями. Да. Вот. Вот такие. Да, интересно оформлено так.
это заведение. Ну, да. Очень милое это обслуживание, это в заказе. Да. Стоялись, это улыбались. Да. Приятное место. Посмотрим сейчас еще на то, что нам принесут. Попробуем и расскажем вам. Вот. Но пока нам нравится. Все чисто, скажем так. Все чисто. Все столы убраны, аккуратно. Да. Есть здесь и кондиционеры, я вот смотрю. Если летом, очевидно, жарко, то можно пользоваться. И туалеты, рукомойники. Все есть. Наш заказ 64 злотых. В эти 64 злотых вот у нас входили 2 порции вареников со шпинатом и 2 налистника с творогом и с джемом, и 2 компота. Вот так это выглядит. В одной порции получилось 8 вот таких вот больших вареников. Вот такая вот начинка. Это вареники со шпинатом. Как-то в Польше заказывал в млечном баре, купил пельмени, там, я говорю, дайте мне сметаны. И женщина очень смеялась и говорила, что не едят пельмени со сметаной, а тут у нас со сметаной. Хотела сказать, что здорово, что много здесь поджаренного рыбы. У нас, правда, это называется шглапки. И здесь бы еще должно было быть зажарка из сала или бекона. Ну, это и колу. Вот, да, здесь только но все равно вкусно. Кстати, пироги, вареники вот эти со шпинатом тоже очень вкусные. Тесто хорошее. Я, кстати, не мог подумать, что вареники со шпинатом могут быть вкусные. Вообще шпинат вкусный. А ничего, видите как. Да. И хорошее тесто, и большие вареники эти, и много начинки. Угу. Вкусно. И не разладишь. Нам нравится. Да. Бар млечный Тумска. Так что можно здесь и на вынос взять, и заказать на месте. Очень много людей кушает очень вкусная домашняя еда. Такие вот цены, как видите, здесь разные. Потом можете приблизить ближе и посмотреть. Здесь есть и супы, и снедания. Очень приятный персонал. Вот вход с центральной улицы. Такой неприметненький, видите, во дворах. И вот основное, это, конечно, вот эта вот корова. По ней можно сориентироваться, что этот бар вот здесь вот находится. Видите, она прямо в окошке смотрит. А вон базар местный. Решили зайти на базар. Торговиська местная. Он такой не маленький. Это в Польше такая традиция на День всех святых нести вот такие вот венки или корзины с искусственными цветами и ложить на могилы. Вот видите, Мы куда-то вышли. они очень отличаются ну, то есть здесь подходят с такой выдумкой, да, с такой вот эстетика такая в этих венках, да, во всех просматриваются такие. Ну, это весь рынок уже посвящен практически этой дате. Моментом, Да, это рынок в Плотске такой маленький. Это, очевидно, не основной их рынок, а какой-то такой. Букеты 20, 35, нормальная цена. Вот. Да, в основном вот такие вот все букеты на кладбище, венки на кладбище. Да. Вот смотрите, тоже как много свечи и венки. Ух, какой выбор, да? Ага. Вот смотрите. И почем вот такая вот, сколько цена? 179, да? Да. Да. Ну, разные цены, Ну да. разные свечи. А это в Плотске такой драматический театр. Да, вот тут
плакаты с какими представлениями Интересная они такая выступают. постройка, Да. да? Ага. Стеклянная. Можем подойти туда. Есть там проход? А в новом дворе нету. Большой театр, Да. посмотри, да, такой современный, красивый. Здорово. Вот, видите, афиши с представлениями. Это центр, да. Стоим. А тучи какие собираются, смотри. Ой, они прямо на нас идут. Да. Действительно. Ну вот видите, это старая улица, видно, какая-то. Тут дома вот все старые, Мгм. и окна уже даже заколотили. И А- вот следующий дом тоже. Ну да, тут в центр идут такие Интересно, старые. будут его реконструировать или сносить? Ну а вот это советского периода постройки. Что это, девятиэтажки? Слушай, Ага, смотрите, здесь тумбы вот эти, на которых да, афиш. афиши клеили раньше. А, кстати, в Новом дворе я тоже видела такие в старом, так сказать, районе. Это да. И здесь тоже остались прикольные, да? А вот и школа. Это мы идем по такой центральной тоже здесь аллее. Это новая совершенно аллея. Ну, мне так кажется, да? Ну да. Мы шли, по-моему, ее только делали пару лет назад. Угу. Тоже много всего высадили здесь. Все тоже такое окрасилось уже в желтый цвет. Шиповник, да? Это роза. А роза, как она правильно называется? Меня только не спрашивай. Смотрите, какие крупные у нее плоды. Видите, какие крупные ягоды. Можно есть? Вон они. Да, можно. Хорошо выглядят листики и желтые, и оранжевые, и красные. Симпатично. Ну, Это смотри, можно мороз есть? был? Нет. Ну, наверное, везде Ну, был. отравиться не отравишься, а так. Наесться не наесть. Я смотрю просто, и ивы стоят еще с листьями. Смотри, как здорово. Да, даже не пожалуйста. А здесь вон липа тоже еще листья есть. Я думала, после этих морозов у нас -3 было. Но все равно, конечно, это уже осень. Уже много-много листьев нападало. Смотрите, а вот эта вот аллея, это вот действительно, это она новая. Та, видно, раньше была сделана, а эту делали где-то год назад. И посмотрите, сколько здесь цвело гортензий. Посмотрите, красота какая. Я так понимаю, вот это, наверное, может проса, а может и нет. Не знаю, может мискантусы. Рудбекии было сколько. Глянь, с правой стороны вот это все цвела рудбекия. А за ней, кстати, это сосны горные. Посмотрите, каким огромным-огромным таким участком. А, и вон какая красота. Идем покажем. Вон собачек по клумбам тут у нас водят. Ну, не у нас. Ну, не у нас, них. слава богу, да. Смотрите, как А где собачки ходят? красиво. А у вас есть своя территория? Вот и вы А гуляете. то, что цветет, то просто ветка какая-то, то не цветок, я так думаю, да? Видите, везде выложили капельный полив, и вот так вот хорошо здесь растут вот эти вот все цветы. Смотрите, последние осенние цветы. Кстати, Володь, покажи. Смотрите, красота. Последние осенние цветочки. И такие же вон розовые. Да, еще морозу осталось. А, И вон, всё смотри, упадет. мискантус гигантус. Ага, Гигантеус, видишь? да. Его посвязывали пучками прямо, я смотрю. Наверное, он Метров распадается. 2,5 до 3 метров, Да. по-моему. А вот это вот все горные сосны. Посмотрите, как их много и как они хорошо здесь себя чувствуют. Просто огромное множество их здесь. Да, и сейчас еще покажу ближе все-таки вот эти вот розовые цветы. Их тут видно было больше. Может быть, лето было очень засушливое и не все прижилось. Видишь? Вот они. Вот я и хотела показать. Смотрите. Осенние цветочки последние. Вот такую вот прогулочную тут сделали аллею, да. А впереди
Это возвышается, я так понимаю, костел, да? Вот мы идем. Странной формы, конечно, костел. Ну, вот такая вот. Современный. Слушайте, тут, наверное, летом было очень красиво, потому что очень много, я смотрю, цветов высажено было. И сейчас они уже все отцвели, конечно, потому что сегодня уже 23 октября. И, к сожалению, все уже отцвело. Но ничего, много еще зелени. А вот смотрите, кстати, тоже. Вот это вот черная смородина все. Это засадили тоже эту зону черной смородиной. Гляньте, ворона орешек нашла. Ой, а кстати, ты видел, как они рвут орехи зеленые? И для того, чтобы его расколоть, они его бросают с высоты. Да, видимо, вот она пошла высотуться. А вот это вот все было в лаванде. Вы представляете, как здесь все пахло и как это было красиво. Сзади барбарис, кусты барбариса, а впереди вот так много лаванды. И она себя тут прекрасно чувствовала, потому что она тоже с капельным поливом. Кусты такие огромные просто. Красиво, да, такая зеленая. А вон высадили много-много кустиков прямо целыми рядами. Тиса. А вот красные листья какие красивые. Смотри, вон сзади дубы. Какие красивые цвета. И оранжевый, и красный, и бордовый, и желтый. Просто очень красиво осенью все это смотрится. И мы сейчас дойдем уже здесь до одного тоже интересного. Одной интересной тоже клумбы. Вот отсюда смотрю. Да, что тут вот и лаванда, и вон красные какие-то кустарники. Тоже красивые. Может, это бересклеты. А это тоже школа. Это уже вторая школа, по-моему, мы идем по этому проспекту. И тут уже вторая школа, да? Я боюсь, что это не вторая, а 10-я. Вот Вот еще одна школа. тут со всех сторон школы. То есть такой микрорайон, в котором очень много, да, это бересклет крылатый. Видите, красные такие очень красивые, яркие листья у него. А лаванду обстригли, и она вот начинает опять выпускать стрелочки. Ничего себе школа. Ну да, это, наверное, или новая школа, или реконструируют ее. Скорее всего, новая вообще. Новая, да? Ну, видишь, здесь очень много. Новая. А не, смотри, они окна там вставляют. Может, реконструировали. Может быть. Ну, такой микрорайон просто большой, видишь, много многоэтажных домов, детей много, вот. И для удобства людей сразу много школ и построили. Я думаю, детских садов не меньше тоже здесь. Ну, вот дошли мы, так сказать, до конца уже этой аллеи. Да. Будем двигаться пока Ну, в обратном направлении. Вот так эта аллея заканчивается вот таким вот, Костелом. да, красивым строением в центре. Продолжение аллеи. Посмотрите, как много зелени высажено, как много сделано вот таких вот прогулочных зон со скамеечками. Вот видите, даже есть мусорные ящики для раздельного мусора, для выбрасывания раздельно мусора. Можно полежать на вот этих вот шезлонгах, если уж кто-то очень устал. И очень много зелени. Город очень зеленый. Ухаживают за всем очень хорошо. Все стрижется, убирается. Вон, посмотрите, как чисто вокруг. Здорово, когда есть вот такие вот места для отдыха. Какой там год написано? Вот на этом доме написано 1882 год. Вот такая вот архитектура, видите? Старый дом, реставрированный. И вот тут целая аллея идет, получается. Ну, вот этот прикольный, конечно, да. Да, и вот эти тоже старые. Посмотри, вот рядом с ними которые. Угу. И внутри вон все это такие дома. А вот смотри, какой-то туда лестничка идет через это. На вход. А да, там внутренние дворики такие интересные. Ага. Смотри. Да? А вот смотри, это старая шкладка осталась, вон, видишь? Они ее ставили, да? Ну, наверное, да. А это у них А это они подвал? чистили, вот эти кирпичи все чистили специально. Ага. А там подвал, да. Сейчас мы на набережную с вами выйдем, в центре, там, где уже и гостиницы, и рестораны. Вот, кстати, музей.
Да? Музей Мазовецкий. Мазовецкий в Плотску. Да. Да, так что можно, мы уже не успеем посетить его, но я думаю, там очень интересно, так что кто интересуется, приезжайте. Это на самом берегу Вислы находится. Тоже тут такие дома интересные. Вот место хорошо для обзора. Ого, посмотри, сколько лодочек. Ты посмотри, сколько рыбаков. Надо. Значит, рыба есть? Да. Смотри. Да вон лодки. Это же все лодочки, лодочки. И вот тоже. Да. А музей прямо ставни закрыл. Статки. Ну, я так думаю, что какое-то оборонительное сооружение было. Ну, именно вот это. Интересно, почему не написано. Это стена, очевидно, была. Ну, это какая-то крепостная стена была. Да. Наверное, какая-то крепость. Ну, недаром же музей. А он, кстати, фотки есть. Ну. Непонятно. Да, это здесь какой-то был. Ну, это как раз вот рядом с музеем. Кстати, красный кирпич и валуны такие. Ага. Ну, стены. Да. Это стены. Вот, кстати, визитная карточка Плотска – это котики. Сделаны с этого, с кусочков или плитки, или Керамической стекла. плитки или нарисованные. Но вот так вот и обычно они так, за углом, да, где-нибудь. Да. Или как так. Мы их много уже видели. Грустный, веселый. А этот памятник изображает князя Болеслава III Кривоустого. Болеслав III Кривоустый занимал престол правления с 1102 года по 1138. Он был 13-м из Пястовского рода. Кстати, интересный факт. Болеслава был брат Збигнев. И вот из-за конкуренции, так сказать, он приказал заключить своего брата Збигнева в тюрьму и ослепить. Осень есть осень, мало людей гуляет. Посмотри, какие Летом было сделали много. они эти. Вы знаете, что это такое? Спрятаться от дождя или что? Здесь вот видите, скамеечка. Немногие тут спрячутся. Ну, немногие, человека 4. Зато хорошо сделано. И вид хороший, Сделали да? хорошо, я не спорю. Ну вот, кстати, то, что вот сделали так вот, видите, под деревьями сделали скамеечки. Мы здесь были летом, когда очень жарко и солнечно. И тут, конечно, люди спасались от солнца и жары очень хорошо. В кроне Да. деревьев. Ну и вообще тут аллеи все, видите, они очень... Город очень зеленый, очень. А вот это кафе, по-моему, ну, ресторан с этим, С гостиницей. гостиницей. И посмотрите, Ну, не знаю, работает, И наверное. посмотрите, все это напоминает такие французские фильмы, французскую ривьеру, да, Ага. американские, наверное, Сан-Франциско, да, или где, возле, так сказать, курортные места. И еще напоминает, где мы были, не Леба, а на море Балтийском мы были в каком-то небольшом таком городке или поселке, и там тоже набережная была, и очень похожие были такие дома на набережной. И помнишь, мостовая такая деревянная была прямо на пляже. Только не помню. А, да. Помнишь? Только не помню, какой это город. Ну, очень похоже, да? Так. Ну здорово, так сразу видно, что это курортное место. А что, вот так вот люди приехали, поселились с таким видом шикарным, да? Да, вид очень хороший. Чашечка кофе на таком балкончике, с таким видом. Бокал вина. Бокал вина вечером, да, на закате. Ну, Прям размечтались. понятно. Сейчас уже жалко, прохладно. А, видите, тоже там и стоят как раз стульчики, столики наверху, на этих балкончиках. Да, оригинальное такое. Отельчик оригинальный. Ну что, друзья, закончилось наше такое небольшое путешествие. Мы, конечно, вам показали не все. Мы и сами увидели не все. Здесь надо приезжать на несколько дней для того, чтобы спокойно походить, все посмотреть и все вам показать. Ну, показали вам там, где сегодня гуляли, скажем так. Вот что успели снять,
то вам и показываем. Городок очень приятный, находится недалеко от Варшавы. Так что, друзья, если Варшава вас уже... Если в Варшаву уже ехать не хочется, потому что вы там уже были много-много раз, то вот, пожалуйста, 100 километров, и вы совсем в другом городе, в очень таком приятном, интересном и с историей таком вот городе. Так что, друзья, приезжайте, посмотрите сами. А мы с вами прощаемся и до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам нравятся такие наши путешествия, то обязательно пишите в комментариях. Мы будем снимать вам и дальше. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Пока.